На днях новостные сайты облетела новость о том, что некий инсайдер на Reddit поделился информацией о наследии Хогвартса, который, как вы знаете, я сильно жду и планирую, когда она выйдет, делать по ней много контента, столько, сколько позволит масштаб игры. Ну и разумеется, до момента выхода, в зависимости от того, сколько информации в игре нам будет даваться. Все, о чем поведал этот так называемый инсайдер, не несет никакой полезной и интересной информации, а потому особо заостряться на ней не буду. Я вообще считаю, что это обычный фанат франшизы, который перечислил список самых наиболее очевидных вещей, которые лежат на поверхности. Даже больше скажу, лично я считаю этого инсайдера самозванцем, так как на пункте и сравнении игры с Бали от Rockstar всплыла самая типичная геймерская сущность человека. О том, что люди хотят некое подобие Бали, только в стенах Хогвартса. Об этом желании начали писать в первый же день все, кому не лень. Да даже что там далеко ходить. Вот комментарий под моим видео с разбором трейлера. В общем, этот инсайдер, скорее всего, такой же простой игрок, который выдает желаемое за действительное. Вся остальная информация от него была основана на предыдущих играх по вселенной Гарри Поттера по типу системы очков факультетов, а также та, которая была известна и ранее из трейлера или факу на официальном сайте. Как, например, такие пункты. В игре можно будет управлять автомобилями или кататься верхом на прирученных животных, а в игре будут известные по книгам и фильмам достопримечательности, а также новые, созданные специально для Hogwarts Legacy локации. В общем, инсайдер из него так себе, но на одну интересную мысль, тем не менее, он меня натолкнул. А именно, в одном из пунктов он написал, что мы встретим молодого Дамблдора. Об этом, конечно, я говорил еще при разборе трейлера, что такое не исключено, да и вы писали об этом в комментариях. Но я решил представить вообще все возможные ситуации наравне с этим инсайдером, исходя из доступной информации по тем годам, в которые будут происходить события игры, а именно конец 1800-х. Давайте пробежимся по знаковым событиям того времени и предположим, что из этого может быть в игре и как это возможно будет реализовано. Что касаемо мест, которые уже точно имелись в волшебном мире на момент события игры, но которые не показали в трейлере. Станция Хогсмит уже построена, ее строительство завершилось в 1830-е, а потому есть все шансы увидеть Хогвартс Экспресс и даже походить по нему, если наше прибытие в замок будет без особых приключений и опозданий. Хотя платформа 9,3 по некоторым слухам строилась порядка 100 лет, вплоть до 1952 года. Так что саму платформу из Лондона, может быть, застанем в строящемся виде, если эти слухи верны, а может и как раз столкнемся с какими-то проблемами на ней, что перерастет в отдельный квест. В самой же деревушке Хогсмит мы точно будем, это стало известно уже по трейлеру. И кстати, будет интересно заглянуть в паб 3 метлы, наверняка он должен быть, но что еще более любопытное, как он будет называться, ведь помните рассказ Слизнарта? У нас с 3 метлами настолько долгая история, что даже стыдно признаться, я здесь бывал, когда заведение еще звалось Один Веник. Если посетим, то и узнаем, была ли это просто его шутка или же правда паб переименовался в свое время. Хотя если судить по тому, как шутит Гораций, скорее всего это первый вариант. Если предварительно мы попадем в косой переулок для покупки всего необходимого для учебы, то вероятно сможем заглянуть в совсем молодую лавку Горбин и Беркс, которая является самым известным заведением в Лондоне, занимающимся скупкой и продажей сильных и приметных волшебных вещей, в основном связанных с темной магией. Поговаривают, что на прилавок магазина попадают и темные ингредиенты. Этот магазин открылся в 1863 году в Лютном переулке, и если сможем его посетить, то увидим, как выглядят ее основатели Горбин и Берг. Может, даже прикупим себе чего запрещенного, если изначально дадут возможность встать на темный путь, кто знает. Мы точно знаем, что во временах, в которых мы будем находиться, уже вовсю будет действовать указ, предусматривающий разумное ограничение волшебства несовершеннолетних, изданный в 1875 году, тот самый, по которому привлекался и Гарри Поттер. В связи с этим можно предположить, что пользоваться магией мы сможем лишь на территории Хогвартса и прилегающих к нему территориях. Но если геймплей будет выходить за эти рамки, а пока что нет точных сведений об этом, то возможно будет какая-то система наказаний за использование заклинаний, либо же вовсе будут вводиться ограничения, не позволяющие использовать магию. В ходе игры мы точно должны будем встретить ненавистного всеми завхозами школы полтергейста Пивза, который вечно устраивает беспорядки и терроризирует первокурсников. Последняя попытка изгнать полтергейста из школы была в 1976 году, которая не увенчалась успехом. Пивз обошел приготовленную для него ловушку и 3 дня громил замок оружием, предназначенным для его поимки. Директору Хогвартса ничего больше не оставалось, как подписать договор, предоставляющий Пивзу ряд привилегий. А потому мы явно его увидим в игре, и может быть даже будут какие-то связанные с ним квесты. В годах, во время которых будут происходить действия игры, уже будут существовать некоторые ключевые фигуры по линии Волан-де-Морта, как, например, его дед,
Томас Реддл, родившийся в 1880 году, и его бабушка Мэри Реддл, 1883 года рождения. И Томас и Мэри будут убиты собственным внуком в 1943 году. Так что мы застанем всю их жизнь, но неясно, встретим ли их лично, так как информации о их жизни не так уж и много. Ну и главный персонаж, ради которого мы с вами все тут собрались, это, конечно же, величайший Альбус Дамблдор, который родился в 1881 году. В этот же год на свет появился его отличный друг и соратник Эльфиас Дож, который перед поступлением в Хогвартс переболел драконьей оспой и имел отталкивающий вид, отчего получил прозвище Вонючка Дож, в связи с чем с ним никто не хотел общаться и дружить. Альбус Дамблдор был первым, кто проявил к нему дружеское отношение. Чувство благодарности к Дамблдору переросло в чувство преданности Альбусу, которое он сохранил до конца жизни. Эти два товарища поступили в Хогвартс в 1892 году, и оба были зачислены на факультет Гриффиндор. Судя по факу на официальном сайте, мы сами будем выбирать свой факультет еще в начале игры, ведь распределяющая шляпа учитывает пожелания учеников, а потому можно не просто застать будущего директора школы в замке, но и учиться вместе с ним на факультете. Ведь поздние 1800-е это как раз, наверное, 90-е года, а именно в этих годах происходила учеба Дамблдора. Причем в 1896 году Альбус получает звание старосты Гриффиндор, а в 1998 году и вовсе становится старостой школы Хогвартс, в которой он проучится вплоть до 1899 года, который как раз может оказаться финальным в игре, ибо в этот год происходят интересные события, отсылающие нас к событиям фантастических тварей, а именно непродолжительная дружба Альбуса Дамблдора с Геральтом Гриндевальдом и зарождение его движения ради общего блага, о котором мы знаем по фильмам. И что забавно, наверное, исходя из этой же аналогии, тот самый инсайдер с Reddit добавил в перечисление такой пункт: переплетение сюжета игры с фильмом «Фантастические твари, где они обитают 3». Наверное, он предполагает, что третья часть будет как раз полностью посвящена становлению Гриндевальда, всей его предыстории. Согласитесь, это интересные домыслы, которые сразу же наталкивают на уйму всяческих фантазий в голове, что и наша тайная сила, которой мы овладеем и о которой рассказывается в трейлере, может тесно переплетаться с историей о дарах смерти, о которых уже на тот момент было известно Дамблдору, о становлении темного мага на другом конце света. А тут еще и в самом названии присутствует термин наследие, что придает всему этому еще больше окрас. И хотя Дамблдор может появляться просто как эпизодический персонаж, он может сыграть важную роль в сюжете. Он мог бы быть близким другом игрока или даже быть его наставником или подопечным, в зависимости от его возраста во время действия игры. А может, нам и вовсе дадут исследовать мир Хогвартса с Дамблдором в качестве напарника. В любом случае, пока что это все только домыслы и предположения, относиться к ним нужно как к развлечению, которое может просто скрасить ожидания самой игры. Я постараюсь сделать как можно больше видео по наследию Хогвартса, сам безумно жду релиза. А вы пишите в комментариях свои теории, мысли и догадки, все что думаете. Не забывайте ставить палец вверх, если хотели бы выпуски почаще. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу во ВКонтакте. С наступающим вас Новым годом, с вами был Дэнни Марс и до новых встреч!